Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро омолодить даже самую дряблую увядающую кожу. Маска с отличным уплотняющим кожу эффектом улучшает тургор кожи, улучшает оттенок лица. Также в момент смывания дает очень глубокое, очищающее, но мягкое воздействие. Маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Также для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна, и утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые, доступные ингредиенты. Возьмите крахмал. Можно использовать крахмал кукурузный или картофельный. Если у вас нет готового крахмала, возьмите сырой картофель, натрите на очень мелкой терке и используйте кашицу для приготовления домашних масок. Кукурузный крахмал и картофельный крахмал отлично подтягивают кожу, дают эффект ботокса, делают кожу упругой, эластичной. Если у вас есть и кукурузный, и картофельный крахмал, то предпочтение отдавайте крахмалу кукурузному. Он более мелкого помола, более мягкое воздействие оказывает на возрастную увядающую кожу. Нам понадобится 1 чайная ложка кукурузного крахмала. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сок алоэ. Можно использовать сок алоэ свежевыжатый из растения, возможно, который у вас есть на подоконнике. Также для сегодняшней маски можно использовать и аптечный алоэ из ампул. Возьмите 1 ампулу алоэ. Также можно использовать и гель алоэ или алоэ вера. Если у вас гель алоэ, то возьмите 1 чайную ложку, разведите водой комнатной температуры в пропорциях 1 к 1, так, чтобы получилась однородная жидкая консистенция, и используйте для приготовления домашних масок. Алоэ отлично увлажняет кожу, в момент подсыхания дает пленку, которая удерживает влагу в эпидермисе кожи. Возьмите также 1 чайную ложку сока алоэ или алоэ вера. Также сок алоэ можно заменить соком огурца или соком капусты. Они также дают увлажняющее воздействие. Тщательно взбейте все компоненты. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно взбивайте ингредиенты так, чтобы получилась качественная домашняя маска. Все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут, чтобы в домашних условиях приготовить качественную антивозрастную омолаживающую маску. Обязательно также соблюдайте процесс приготовления домашней маски. Добавляйте все ингредиенты в строгой последовательности. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическая глина. Косметическая глина – отличный сорбент, отлично очищает кожу, в момент подсыхания дает подтягивающий эффект. Также возьмите 1 чайную ложку косметической глины без горки. Можно использовать любую косметическую глину – белую, голубую, желтую. От этого качество маски не будет зависеть. Тщательно взбейте все компоненты. Смешивайте ингредиенты так, чтобы не было комочков. Все добавляемые ингредиенты очень хорошо взаимодействуют между собой. На этом этапе маска должна иметь вот такую плотную консистенцию. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится пена для умывания, либо пенка для бритья. Я использую для сегодняшней маски пенку для умывания с алоэ. Если у вас нет пенного состава, то возьмите мыло. Лучше всего используйте мыло глицериновое, оливковое, либо детское. Натрите на очень мелкой терке, подержите на водяной бане при регулярном помешивании до получения однородной пенной консистенции и используйте мыльный состав для приготовления домашней маски. Нужно взять 1 чайную ложку пенного компонента. Также для сегодняшней маски хорошо подойдет и пенка для бритья, если у вас есть. Также подойдет и пенка для умывания. Тщательно взбейте все компоненты. В момент смешивания домашних масок постарайтесь взбить компоненты, чтобы они очень хорошо взаимодействовали между собой. Тщательно смешивайте компоненты, и в момент приготовления домашних масок не торопитесь. Все ингредиенты должны войти во взаимодействие. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Добавляя пенные мыльные компоненты в домашние маски, вы увеличиваете очищающее воздействие.
Смешайте компоненты так, чтобы не было комочков. Все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы в домашних условиях сделать очень качественную, антивозрастную, омолаживающую маску. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Для усиления смягчающего воздействия используйте масло жожоба. Также масло жожоба можно заменить маслом миндальным. И если у вас очень сухой тип кожи, то для сегодняшней маски используйте масло кокоса. Можно использовать косметическое кокосовое масло. Также подойдет и масло пищевое кокоса. Если вы используете пищевое кокосовое масло, чтобы облегчить процесс приготовления домашней маски, подержите кокосовое масло на водяной бане до жидкого состояния и добавляйте в сегодняшнюю маску. Для сегодняшней маски нам понадобится 10 капель косметического масла. Я добавляю в сегодняшнюю маску масло жожоба. Нужно добавить 10 капель косметического масла жожоба. И также тщательно взбейте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. Маска получается очень пышная и воздушная. Для того, чтобы дополнительно получить и тонизирующее воздействие для кожи, я рекомендую добавить в сегодняшнюю маску и эфирное масло. Масло перечной мяты. Также, если у вас нет под рукой эфирного масла, то можно обойтись и без него. После применения домашних масок, в состав которых входят эфирные масла, вы дополнительно получите и ароматерапию. Достаточно добавить 1 каплю. Не путайте эфирные масла и косметические. Эфирные масла – это очень концентрированные масла, которые нельзя наносить на кожу в чистом виде. Добавляйте эфирные масла в домашние маски и кремы. Это будет усиливать интенсивность воздействия предыдущих ингредиентов. Также тщательно взбейте все компоненты. Сегодняшняя маска имеет не только приятную консистенцию, но очень приятный аромат, который в момент нанесения будет также проводить и ароматерапию. Маска имеет очень приятную консистенцию. Перед применением домашних масок обязательно очистите свою кожу. Сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, размочите их водой комнатной температуры, нанесите на умытую влажную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. В течение 3 минут в момент нанесения проскрабируйте свою кожу по кожно-массажным линиям. После того, как нанесли кислотную скатку и поскрабировали кожу, подержите ее еще примерно 2 минуты. Затем смойте кислотную скатку водой комнатной температуры, промокните махровым полотенцем и приступайте к нанесению домашних масок. Эту маску нужно наносить одним толстым слоем по кожно-массажным линиям. Нанесите эту маску также на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску на кожу вокруг глаз по косточке, не заходя на слизистую оболочку. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте маску водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.